Добрый день, дорогие пекари! Сегодня у нас интереснейший хлеб, потрясающий. Интересная формовка, необычный состав. Здесь у нас в составе пиво, в составе также картофельное пюре. Я уже пекла хлеб на картофельном пюре, на картофельном отваре и на 3 видах пива. Все ссылки оставлю в описании, посмотрите. В этом рецепте соединяются и пиво, и картофельное пюре, и вот такая вот поверхность из потрескавшейся ржаной корочки. Как мы это делали в тигровом хлебе, тоже оставлю ссылку в описании, тоже посмотрите. Не все равномерно потрескалось, но хлеб все равно красивый. Рецепт потрясающий, аромат у хлеба просто фантастический, головокружительный. Давайте приступать. Я уверена, что этот рецепт вам понравится. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал и на другие мои ресурсы, приходите в Telegram, все ссылки есть в описании. Давайте начинать делать этот замечательный, очень вкусный, ароматный хлеб. Хлеб этот начнем с приготовления опары. Здесь у меня созревшая пшеничная закваска 100% влажности. Она сейчас на пике, уже чуть-чуть начала проваливаться. Всегда для теста либо опары берем закваску на пике, иначе результат будет не очень хороший. 20 граммов закваски. Нефильтрованное пшеничное пиво. Я уже делала хлеб на пиве. Пиво и хлеб – это вообще два очень родственных продукта. Они прекрасно дружат. И замечательный получается на пиве хлеб. Кто опасается алкоголя, он выветривается при выпекании. 66 граммов пива. И пшеничная мука, либо первого, либо второго сорта, 100 граммов. Я беру муку первого сорта, у меня селяночка. Замешиваем опару. Консистенция теста на пиве гораздо нежнее, чем на воде. Это чувствуется вот сразу сейчас при замесе. Как следует вымешиваем опару. Когда более-менее все смешалось, переходим на стол и хорошенечко промешиваем. Все, что выпало, крошки, все собираем. Запах сейчас идет как от дрожжевого теста, потому что пиво присутствует. И, кстати, когда я делала эксперимент хлеба на пиве, на 3 видах пива, посмотрите, кто еще не видел, как раз-таки на пшеничном нефильтрованном хлеб получился самый ароматный. Промесили, положите в мисочку, накройте крышкой, оставьте минут на 10. Через 10 минут возвращаемся к опаре. Нужно ее еще раз промесить. Очень яркий аромат от пива, такой дрожжевой, как у дрожжевого хлеба. Соединилась опара. Кладем ее в мисочку, накрываем крышкой и оставляем подходить. Либо при температуре 21-24 примерно часов 4-6, либо может быть чуть-чуть потеплее, но покороче. Нужно наблюдать. Как только она увеличится раза в 3-4, значит опара готова к дальнейшему замесу. Приступаем к замесу теста на наш картофельно-пивной хлеб. Здесь у меня опара, бродила она 6 часов. В принципе, ее можно оставлять и на ночь. Смотрите, какая. Ой, а пахнет вообще. Пахнет очень сильно, как будто бы дрожжевая опара, потому что пиво дает такой запах. Берем всю подошедшую опару, выкладываем в ту миску, где будем замешивать, либо в дежу тестомеса. Я буду в тестомесе месить, поэтому сразу туда отправляю. К опаре добавляем 330 граммов того же самого нефильтрованного пшеничного пива. Вот здесь у меня очень важный ингредиент. Это картофельное пюре. Я отварила картофель, отложила сюда несколько картофелин, взвесила 200 граммов, сделала пюре. Здесь нет ни молока, ни воды, ничего я не добавляла. Это просто помятая картошка. Немножко скомковалась, ничего, сейчас размесим. Добавляем 200 граммов этого пюре сюда же. Соль не забываем. 11 граммов соли и 500 граммов муки пшеничной первого сорта. Используем насадку крюк, выставляем время 5 минут и включаем на замес. Берем миску для выбраживания теста, чуть-чуть подсолнечного масла на дно миски, чтобы тесто не прилипало, ему было легче подниматься. Смазываем. Если вы, как и я, замешиваете в машине, будьте осторожны, тесто очень нежное
и его легко повредить, легко перемесить. Мы не добиваемся прям такого крутого замеса. Промесили 5-7 минут. Перекладываем тесто в миску. Смачиваем руки. Мокрыми руками тесто собираем в единый объем. Смотрите, когда с ним работаешь руками, оно сразу становится более гладким. Вот эти вот пупырышки, это не до конца размесилось картофельное пюре. Но ничего страшного в этом нет, даже если они так и останутся. Накрываем крышкой. Сейчас засекаем 3 часа и вернемся к тесту через 20 минут. Через 20 минут возвращаемся к тесту. Напоминаю, что всего засекаем 3 часа. И через 20 минут делаем складывание. Накрываем, оставляем еще на 20 минут. Через 20 минут еще раз делаю обминку, чтобы укрепить структуру теста. Вытягиваю наверх. С другой стороны. И еще с двух сторон складываю тесто. Еще пару обминок делаю точно так же с интервалом 20 минут. Заранее также можно подготовить топпинг. Топпинг — это то, что я смажу сверху для красивой корочки хрустящей. Берем ржаную муку 40 граммов. К ржаной муке добавляю 2 грамма прессованных дрожжей. Перемешиваю дрожжи с мукой. Добавляем 1 грамм соли. И наливаем 50 граммов либо воды, либо снова пива. Перемешиваем. Этот топпинг можно поставить сразу в холодильник, потому что тесто я сейчас буду отправлять на брожение в холодильник до завтрашнего дня. И чтобы топпинг у нас не подошел раньше времени, не созрел слишком быстро, я его поставлю тоже в холодильник прямо сразу же. Собираем все в серединку. Ну и все, убираю сразу в холодильник. Конечно же, накрытую крышкой. Истекли 3 часа брожения теста. Если присмотреться, пузыри уже пошли, но брожение пока еще только в нижней части теста. Сейчас я его убираю в холодильник примерно на 17-18 часов, может быть чуть больше. Утром посмотрю, сейчас у меня поздний вечер, завтра я посмотрю, как тесто будет выглядеть и решу, сколько времени его еще выбраживать в холодильнике. Температура +7. Утром возвращаемся к нашему тесту на пиве. Смотрите, как оно красиво подошло. Глухой звук. Сейчас нужно его предформовать. Подпыляю муку на поверхность и на поверхность теста. Выкладываю тесто на стол. Оно потрясающе бродит. Сейчас вы это увидите. Опа! Шикарные нити такие тянутся. Килограмм 200 граммов у меня теста, по 600 граммов у меня будет каждый хлеб. Делим. Чуть-чуть липнет, чуть больше под пыл, но много муки не сыпьте, чтобы она не попадала вовнутрь. Теперь все срезанные участки нужно завернуть и предформовать в шар. Сделали шар. Берем второй кусочек. Очень классное тесто, оно прям дышит. Сейчас, как обычно, оставляю на отлежку минут где-то на 20, может быть на 15. Засекайте время. Накрываем миской и подготовьте 2 кусочка пекарской бумаги и какую-то доску разделочную. Через 15 минут возвращаемся. Опять же, чуть-чуть муки на поверхность, чуть-чуть муки на руки. Не путаем верх и низ, это верх. И сейчас еще раз подформуем, округлим наше тесто. Делаем дегазацию и снова округляем. Делаем круглую формовку. Плотную круглую формовку. Проходим раз. Проходим второй, переворачиваем, округляем. Я решила делать расстойку не на доске, прямо на столешнице, поэтому готовлю вот здесь место и укладываю первую заготовку. Вторую точно так же предформую. Уложила я их рядышком в сторонку, чтобы они мне не мешали. Накрываю контейнером, засекаю час по времени. И пока это еще не окончательная формовка, будет еще один раунд формовки, уже окончательный. Прошел час, сейчас буду делать окончательную формовку нашего хлеба. Для этого потребуется мука на подпыл и скалка. Подпыляем муку. Берем заготовку, переворачиваем и дальше визуально делим ее на 3 части. Визуально, вернее, рисуем треугольник. В
расписанный в окружность. Припыляем скалку мукой, чтобы она не липла. Раскатываем язык в одну сторону, в другую сторону и в третью сторону. Дальше убираем лишнюю муку. И эти клапаны заворачиваем к центру. Раз клапан, два клапан. Скрепляем их, слепляем и набрасываем третий клапан. Стараемся делать это ровно. Одновременно рядом кладем доску, либо лопату, кусочек пекарской бумаги. Переворачиваем заготовку и укладываем. Получается вот такой треугольный хлеб. Можно чуть-чуть его поравнять. Красота. Делаем также второй. Получились вот такие красивые заготовки. Дальше нужно лишнюю муку с них убрать. И вспоминаем, что у нас дожидается топпинг. Топпинг у нас для красивой корочки. И сейчас будем смазывать. Я его вынула примерно час назад, как раз из холодильника. И наносим. Не делайте его жидким, иначе он не потрескается. Постарайтесь нанести так, как есть. Если совсем не наносится, то прям капельку сюда воды. Топпинг нанесла, и сейчас оставляем на расстойку хлеб еще на час. Обязательно нужно чем-то накрыть. Я вот взяла контейнер, да, но впрямую не помещается, вот так вот. Не помещается в этот контейнер. Ладно, значит, я их разложу на разные доски и накрою разными посудинами. Обязательно чем-то накрывайте, оставляем на час. Не забудьте включить духовку на прогрев заранее. Когда прошел час, убираем наше укрытие. Духовка уже разогрета. Я ее включила греться примерно минут 30 назад. Печь я буду на своем стальном листе. Выпекаем либо на камне, либо на стальном листе с подачей пара. На дно духовки ставлю миску с небольшим количеством кипятка, миллилитров 50 здесь. Пар не убираем на протяжении всей выпечки. Первые 5 минут буду печь на температуре 240 градусов, потом понижу температуру и буду допекать еще около 25-30 минут на 210 градусах. Хлеба мои готовы. Я забыла сделать одну операцию по декору. Хотела сразу присыпать ржаной мукой, но забыла. Поставила уже в духовку и через 2 минуты вспомнила. После этого открыла духовку, присыпала мукой. Неравномерно получились трещины, но тем не менее все равно красиво. Очень высокий, классный хлеб. А вот этот вот вообще красавец. Вот, все отлично. Оставляю их остывать на решетке. Пахнет потрясающе. Будем ждать остывания и дегустировать. Хлеб полностью у меня остыл. Давайте разрежем и попробуем. Отрезала с самого края. Смотрите, какие крупные поры. Очень ароматный хлеб. Ну, чуть поглубже, поры помельче. Тем не менее, он все равно воздушный, ароматный. Тоненькая у него корочка. Пюре картофельное очень ощущается. Вкус сладковатый, с ярким привкусом картофельного пюре. Вкусный хлеб, мне очень нравится. Советую вам его испечь. Присылайте свои результаты, фотографии и видео своего хлеба ко мне в Telegram. Не забудьте на него подписаться. Ставьте лайк этому видео, зовите друзей и знакомых. Пускай домашних пекарей становится больше. Ну а мы с вами продолжим печь. Испечем еще много всего интересного.